Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, таро расклад. Что случится, что произойдет, события и неожиданности в ближайшее время. Обычно наши расклады или прогнозы, они у нас по декадам существуют. Но вот те вопросы, которые не вписываются в рамки времени, мои дорогие, те, что произойдут в апреле 2026 года, а возможно даже и еще до конца марта, те, кто открыл именно прямо сейчас этот расклад, но повлияют, тем не менее, на вас именно в апреле. Какая история будет продолжена? Что будет дальше? Давайте сделаем такой прогноз без границ, без временных рамок и ограничений. И мы достанем с вами 6 карт, а вы подумайте о чем-то важном. Не спешите никуда. Подготовьтесь услышать ту информацию, которую вам сейчас необходимо знать. Важно услышать. Итак, рассмотрим карты с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла. Первый вопрос будет у нас означать, что внезапно, что вас, быть может, удивит. Это будет, с элементом неожиданности связано. Или, точнее, продолжим, и это как с чем или с кем будут связаны те события или обстоятельства, которые у нас идут по первой карте. И для вас это может быть у кого-то документы, у кого-то третьи лица, обстоятельства, события. Одним словом, что вам важно узнать вот именно под тем неожиданностям и внезапностям, которые у вас произойдут в ближайшее время. У кого-то ближайшие дни, у кого-то, может быть, и растянется месяца полтора. К чему приготовиться, к чему все идет, чего ждать, как изменится ваша жизнь, мои дорогие овны. Ну и что же будет дальше в апреле? Что будет продолжено? События отдаленного будущего. И достанем с вами карту «Совет». Узнаем, что же нам подскажут карты. Как они суммируют весь вот этот итог. Итак, карта внезапности. Вот смотрите, 7 кубков, карта хорошего настроения. Карта, когда много желаний. Карта, когда есть и вдохновение, понятно, есть и внутренняя готовность что-то делать, как будто творить, безусловно, эмоций много. Это карта радости, приятностей каких-то, но есть и такое значение, когда мы говорим карта иллюзорного успеха. Вот давайте с вами узнаем, с чем это связано. С любовью. Вы знаете, тут именно личная жизнь, я должна сказать, что для вас могут меняться конфигурации именно по части личной жизни. Тут у каждого по-своему. Причем это та дистанция, которая будет продолжена, возможно, лет на 7. Я этого не исключаю. Поэтому для тех, кто в паре здесь, даже если были какие-то шероховатости или сложности в ваших отношениях, здесь вы думаете вместе, как вы вдвоем заодно. Поэтому тут можно и помириться, и договориться. Вот, наверное, вот эта 7 кубков для вас, мои дорогие, означает именно то, что мы говорим умение смотреть в одном направлении. Это, знаете, когда не просто страсть, любовь, чувства, а когда люди друг другу друзья, которые готовы прийти на взаимовыручку, помощь, принять. Точно у кого-то переезд будет. Вполне вероятно, вы вот такие планы вы будете обсуждать. Новые планы в вашей семье, новые планы в вашей, в принципе, паре с вашими партнерами. Конечно, я могу допустить, работа тоже не на последнем месте для овнов, но это правда, вот такой вот период. Но тут может быть именно март, апрель, как какая-то новая конфигурация. Новая, мои дорогие, потому что по 6 мечей отплываем от прежнего берега. Это карта мужества, потому что идти вперед как будто придется. Но эта карта дает возможности, те, которые как заслуженный успех, ведь это карта заслуженного успеха, которые будут продолжены на далекий период времени, которые вам принесут успех, признание, новое качество жизни. А для кого-то напрямую, может быть, вопросы именно связаны с перемещением. Может быть, это у кого-то и вопросы, как по работе, с командировками. Но, значит, может быть, релокация офиса, да, или какой-то новый филиал. То есть тут есть движение вот именно в этой карте. И помимо движения тут есть именно прогресс. У вас какой-то прогресс. Но поскольку 2 карты, может быть, иногда по 7 кубков, для вас это будет неожиданная какая-то новость. Радостная новость. Или какое-то известие. Это вот чувство наполненности, когда у меня все хорошо. Вот пусть так и будет. С чем или с кем это связано? Что важно услышать.
Для кого-то из вас это, как, знаете, Вселенная вам возвращает, может быть, вашу мечту. У нас как преломление реальности сейчас идет. Это, знаете, где-то то, что мы когда-то хотели. Но, может быть, не было возможности, было, ну, недосуг. И, может быть, мы это мечтали даже об этом, да? Или это мечта с детства, мои дорогие. Вот здесь как будто у вас так складываются обстоятельства, ведь это старший аркан. Когда то, о чем мы думали, может быть, даже грезили в хорошем смысле, а вот теперь это для нас как будто может появиться в реальной жизни. Мы ведь всегда говорим по этой карте причина и следствие. Поэтому, если вы сделали что-то хорошо, вам как судьба, Вселенная возвращает вот этот долг своеобразный. Может быть, вы даже забыли того персону или вообще, что вы хорошего совершили. Вы люди благородные, мои дорогие овны, и очень деятельные. Овен всегда надеется сам на себя. Ну, значит, тут будет та конфигурация, когда вот то, о чем вы когда-то мечтали, вы теперь можете воплотить в жизнь. И для этого самое главное – внимание. Для этого будут предпосылки. Не упустите какую-то возможность. Я, конечно, не исключаю, мы будем реалистами, я всегда об этом говорю. Это может быть какой-то вопрос, который нам тоже Вселенная своего рода возвращает, чтобы мы сделали работу над ошибками. Значит, какой-то, может быть, документ придется исправить или внести какие-то поправки. Это для вас будет означать как якорь. Почему? Потому что какое-то дело из прошлого вы можете завершать, ставить точку, чтобы больше к этому не возвращаться. У кого-то, правда, будут либо переписываться документы, или, может быть, вот смотрите, все то, что я сказала, карта подтверждает. 20-й старший аркан, страшный суд, время выздоровления, избавление от боли, от страданий. Время, когда мы доводим что-то до ума. Время, когда мы прощаемся с прошлым, потому что карта говорит, не оглядывайся назад. Совершенно новое качество жизни вам предстоит. Может быть, вот этот период конца марта, апреля, для вас и есть вот эта мощная перезагрузка. Но тут что-то доброе стремится на ваш порог, в вашу жизнь. К чему приготовиться, давайте узнаем, к чему все идет. Вообще-то ваша карта. Ведь всегда, знаете, такие зрелые и сильные личности проходят по королеве жезлов. По преданию, жизнь ее не раз опускала на колени. Или, знаете, как вот эти грабли волшебные, которые вроде бы мы 1000 раз себе уже пообещали. Да не пойду я на это поле, эти грабли не найду. Нет, однако, эти грабли на другом поле оказываются. Я, конечно, шучу, надеюсь, мой сленг, мой юмор вы понимаете. Но, может быть, вот эта череда проб и ошибок, разочарований, она у вас заканчивается, мои дорогие. И, видимо, какой-то путь вот такой непростой. Но вам просто было необходимо пройти, чтобы быть более осмотрительным. Вот первое, наверное, слово, которое я хочу сказать. Потому что не все люди то, что вам говорят, обещают, транслируют. Они это будут выполнять. И уже теперь королева жезлов это знает. Что нужно доверять самой себе. Ну или самому себе. Мужчины мои дорогие, перекладывайте. У нас одинаково, как для девочек моих дорогих, неважно, какой возраст подходит расклад. Ну так и для мужчин тоже. Тут сама по себе просто энергетика, понимаете, того человека, который успешно занимается бизнесом, правильно расходует деньги, распределяет вот финансы тоже, который умеет чего-то добиваться для себя, для своего блага. Это не про пространство. Это не тогда, когда вы силу отдавали кому-то. И, может быть, вы не раз попадали, мои дорогие овны, в такой ляпсус, когда, ну, знаете, вот есть выражение «подначивать», да, это вот как будто подстегивал кто-то, словесно, может быть, да, или, зная ваш характер, на какой-то струне души сыграл, и вы на это согласились. Время прошло, мы понимаем, ах ты, елки-палки, и на кой ляд мне это было нужно? Вот совсем не нужно. Но мы все сильные задним умом. Так вот, теперь меняется эта конфигурация, поэтому теперь это идет к упрочению вашего положения, у кого-то построению карьеры, потому что жезлы тут в первую очередь о том, что мы, знаете, поставили себе планы, никому о них не говорим, и вот как на своей волне мы как будто бы живем. Вот смотрите, у вас пара выпадает, к чему приготовиться, правда? Тут в личной жизни что-то будет меняться, и, я бы сказала, в финансах.
Но вот эти перемены, они в сторону со знаком плюс. Точно. Финансы, я не случайно сказала. Получение денег. Вот это все то, что мы называем благополучие, изобилие, процветание. Не упустите, потому что 2 старших аркана. Тут ведь нужно правильно пройти. И, конечно, карты Таро, они не выполнят за вас какое-то действие. Они не проживут за вас вашу жизнь, но они успокоят душу и дадут правильное направление. Они дадут подсказки, когда нужно, вот может быть, просто даже вот в этот период быть очень внимательным, потому что какие-то вопросы будут у вас решаться. И поначалу, согласитесь, это может выглядеть, ну, никак. Ну, так, безлико, серовато. А на самом деле это начало нового пути. И сетовать не стоит, если даже, да, вот с этими 2 арканами, как я говорила, какую-то ошибку или пусть документ, или вот что-то нам нужно переделать. Значит, это переделать нужно, потому что тут именно как пространство стремится к тому, чтобы подведен был какой-то итог. Как изменится ваша жизнь? Вы знаете, по этой карте это, во-первых, не спешка, поэтому куда-то вы не торопитесь. Мы можем воспринимать эту карту, что если ты сейчас поторопишься, ты можешь оказаться или сделаешь что-то, ну, знаете как, больше опять же вот на эмоциях, или, как всегда, мои дорогие, значит, есть какой-то момент, как экзамен жизни. Вот все то, что я говорила, будет очень важно. И даже дело не в картах, а именно такой период у вас, когда не нужно согласиться на заведомо патовую ситуацию, на какой-то тупик, как изменится ваша жизнь. Карта искаженного восприятия. Вот смотрите, как у вас выпало. Вам, правда, нельзя торопиться. И причем тут двояко. Тут не надо себе устраивать глубокую философию на мелком месте, потому что 9 мечей – это всегда вот как искаженное восприятие, когда мы начали что-то обдумывать и куда-то провалились вместе с нашими мыслями, ну так условно говоря, и несколько подзастряли. Тут только один риск и одна, как бы, ну, может быть, как предупреждение, да, и, когда мы можем вот именно либо действуя по прежнему какому-то сценарию, либо не успев додумать какую-то обновить ошибку, мои дорогие, и попасть вот в эту самую засаду или в какое-то вынужденное положение. Ведь иногда это карта жертвенности, да? Вот здесь какая-то жертвенность, она должна быть категорически исключена. На кону фортуна вашего, мои дорогие овны. Это карта, когда для вас сейчас именно фортуна на вашей стороне и вам помогает. Но это карта неожиданностей сама по себе и карта скоростей. И я вот, смотрите, как полярно, да, выпадает. Вот эта пауза, ну, чаще всего даже мы, не знаю, карт так говорим, аркан повешен, это всегда, ну, какое-то торможение предусматривает. А колесо фортуны, это, знаете, как вот один шанс, один какой-то случай его величества, да, или какая-то случайность, я только вот об этом сказала, когда мы можем не придать этому значения, а на самом деле так работает фортуна. Поэтому торопиться нельзя. Почему? Я вам скажу. Тут будут моменты, когда вам, может быть, в течение апреля еще и не раз придется ускориться. Но дайте себе как минимум минуты, полчаса, день. Вот что-то нужно очень рационально обдумать, а потом полный вперед. Тут будет период, когда нужно сказать «пора», но и есть, и когда вам, самих себя, нужно будет от чего-то как будто остановить. И вы ведь сейчас, у вас период такой, планетарный, мои дорогие, когда вы учитесь именно для себя, себе во благо вашим близким, вашим желаниям, мечтам, применять вашу собственную силу. Что же будет дальше? События в апреле, события отдаленного будущего, 8 мечей. Вы знаете, ну, сомнения быстро не оставят. Мы все люди, мои дорогие. Это когда нам кажется, нет, я не могу что-то быстро осуществить. Вполне вероятно то, что вы задумали. Мы говорили, заслуженный успех, 6 мечей. Здесь ведь нам как будто предстоит пройти, знаете, как в сумерках, что-то, как новое пространство исследовать. Мы там не были, мы не знаем, что мы встретим в следующий момент. Поэтому не надо сомневаться, самое главное.
Вот правда, еще раз нам говорят об умеренности. Значит, есть какие-то темы, мои дорогие, когда по умеренности мы, ну вот говорят, поспешишь людей, насмешишь. Мои дорогие овны, если вы слышите посторонние шумы, это, я не знаю, там какие-то ремонтные работы на улице, и я на это, к сожалению, не влияю. Поэтому мы продолжим наш расклад, надеюсь на ваше понимание. Так вот, по аркану умеренности у нас с вами идет, здесь, знаете, даже есть в этой карте его величество случай, пусть не в этой колоде, но вот это, знаете, как оказия какая-то. Но вот, видимо, вам ее нужно уловить, будет в апреле, может быть, и не раз. Вот не случайно королева мечей выпадает, вам действительно, ведь это прообраз Юдифи, будет какой-то нюанс, который вам нужно будет завершить. Будьте к этому готовы. И именно этот нюанс не нужно как будто продолжать. А вот продолжать нужно только то, что для вас имеет прогресс. Посмотрите, королева Пентаклей. Кто-то будет банально, мои дорогие, в апреле наводить порядок дома. Может быть, делать ремонт, делать свое жилье более комфортным. Это все соответствует королеве Пентаклей. И проходят наши близкие. История любви. Для тех из вас, кто один или одна, мои дорогие, вам март, апрель дают какую-то конфигурацию. Именно не быть в этом сольном варианте. И вполне вероятно, вы можете встретить человека, а для тех, кто уже имеет пару, здесь как укрепление отношений, улучшение взаимопонимания. Вот именно быть на одной волне, как будто высшие силы вам будут в этом помогать. И королева Пентакля – это та, которая умеет из какой-то неразберихи создать порядок, создать благополучие. Может быть, это и вы, и еще один человек, который очень надежный. А у кого-то, я не исключаю, будет решаться вопрос именно по личной жизни. Сохраняемые отношения, продолжаемые отношения или нет. Давайте я открою карту совет. Но вы победитель, Овен всегда победитель. Вашему знаку зодиака соответствует аркан император. Но о чем нам говорит эта карта? Овен, да, ты добьешься больших высот. Даже вот в апреле месяце, в марте у вас будут те минуты, когда вы понимаете, или какие-то важные решенные дела, это факт, совершенно карта победителя, когда вы можете себя чувствовать словно на коне. Но эта карта говорит, нет, ты не расслабишься. Поэтому приготовьтесь к более далекой дистанции, может быть, даже с заходом на май месяц, когда все свои победы, мои дорогие, вам придется контролировать, удерживать. И это не значит, как, знаете, мы мертвой хваткой вцепились, да, вот в какое-то то дело, которое заведомо уже нам туда не надо. Или оно заведомо прошлое, проигрышное точнее. Ну да, и может быть оно было как с прошлым опытом связано. И в принципе, если мы сядем, поразмышляем несколько минут, мы сами себе скажем, да тебе туда не надо, какой там будет финал? Да ты уже в принципе знаешь, ты там был. Ты уже там все видел. Вот туда как будто не нужно. То есть нужно правильно понимать, с учетом двух королев, как будто что удерживать, что сохранять, а что отпустить. А также я вам должна сказать, когда 3 королевы у вас уже выпало, мои дорогие, может быть много сплетен вокруг вас, просто будьте к этому готовы. Вы в центре внимания. Вы заметные люди сами по себе, мои дорогие любимые овны. Ну, может быть, и будут задавать вопросы, кстати, наводящие, беспардонные, как у тебя дела, с деньгами, в личной жизни. Уходите. Потому что королева жезлов, она умеет хранить молчание. Очень важно уметь хранить паузу. Я часто об этом говорю. Представьте, что вы, ну вот пару слов все-таки скажу, чтобы... Кому-то это будет важно, кто-то, может быть, вспомнит об этом, хотя это давно знал. Вы приходите, к примеру, к чиновнику, вы хотите или к руководителю, хотите решить свой вопрос. Это психологический прием такой паузы или молчания. Вы ему рассказываете о своей теме, он слушает и молчит. Так устроен человек, когда мы что-то сказали, мы ждем ответной реакции. Она не последовала. И первое, что мозг наш нам выдает, это то, что, ну, наверное, что-то я тут не то рассказала, или плохо я тут сообщила. Дай-ка я поподробнее. И мы начинаем что-то рассказывать дальше. Человек снова слушает и молчит. И мы думаем, не, какая-то путаница. И мы опять что-то дополняем. И вот эти сколько угодно дополнения могут следовать в итоге. Мы проболтались больше, рассказали о себе больше, чем намеревались прежде.
Будьте внимательны, потому что тот, кто изучает психологию, или те, кто проходит курсы, есть и курсы именно руководителей, или, может быть, вы окажетесь в такой ситуации, когда вам нужно будет хранить молчание. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.